Главные новости этого дня. Сегодня утром ушла из жизни старейшая актриса планеты, японская артистка театра и кино Томика Итоока. Японской актрисе было 116 лет. Примечательно, что звезда театра играла на сцене до 115-летнего возраста. Томика Итоока родилась в 1908 году, а свою творческую карьеру начала ровно 100 лет назад, когда ей было 16. Накануне в Москве трагически погиб внештатный член комитета Михалкова, сотрудник Федеральной службы безопасности и чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко. Владимир Фещенко на протяжении полугода работал в службе безопасности комитета. Основная версия преступления – это убийство по неосторожности. Стало известно, что накануне вечером Владимир Фещенко встречался со своим старым приятелем, в результате чего могла произойти бытовая ссора. Владимир Фещенко погиб в результате огнестрельного ранения. Большая потеря в мире российского кинематографа и культуры. Сегодня утром в реанимации Московской больницы в результате неудачной операции на сердце ушел из жизни известный российский актер Олег Бойко. Заслуженному артисту России было 57 лет. Олег Бойко принимал участие в таких сериалах, как «Красная зона», «Склифосовский», «Интерны», «Мент в законе», «Моя прекрасная няня» и многие другие. Сегодня утром во многих городах Российской Федерации началась коллективная молитва об выздоровлении известного журналиста, телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, состояние здоровья которого лечащие врачи назвали безнадежным. Тигран Кеосаян уже больше недели находится в состоянии комы. Положение дела усугубляется тем фактом, что Тигран Кеосаян длительное время страдает никотиновой зависимостью, и у него большие проблемы с сердцем, которые начались еще в 2008 году. Члены комитета Никиты Михалкова и известные артисты Александр Домогаров и Евгений Сидихин начали служебную проверку в отношении двух уголовных дел – покушение на жизнь Андрея Белоусова и смерти дочери Евгения Пригожина, которая трагически ушла из жизни несколько дней назад в Турции. В частности, Александр Юрьевич Домогаров считает, что оба преступления имеют заказной характер, и заказчики данных деяний одни и те же, и их нужно искать в рядах вышестоящих эшелонов власти. Отметим, что похороны дочери Евгения Пригожина состоятся завтра утром, а Андрей Ремович Белоусов до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Сегодня утром поступила очень печальная новость о известном актере Сергее Бодрове-младшем. Еще несколько месяцев назад мы рассказывали, что Сергея Бодрова-младшего нашли летом прошлого года в результате спасательной операции, организованной Никитой Михалковым. После медицинских процедур Сергея Бодрова привезли в Москву для продолжения лечения и встречи с семьей. Совсем недавно казалось, что дело пошло на поправку. Сергею Бодрову смогли восстановить память, которую он потерял, и он стал узнавать родных людей и друзей. Однако 2 дня назад состояние Сергея Сергеевича резко ухудшилось. У актера появились проблемы с сердцем. И сегодня рано утром он ушел из жизни в одной из медицинских клиник города Москвы в результате сердечного приступа. Как считают лечащие врачи, Сергей Сергеевич Бодров так и не смог до конца осознать, что он находится в современной реальности, в абсолютно другом мире, что и стало причиной трагедии. Очень тяжело на данный момент семье Сергея Бодрова, ведь только совсем недавно у них появилась новая надежда на счастливую жизнь. В Чувашии был арестован артист местного театра за многочисленные преступления, в том числе ограбление с летальным исходом. Свои деяния он совершал весьма необычным образом. Наряжаясь в костюм Деда Мороза, он проникал хитростью в квартиры и совершал свои деяния. Всего на счету горя Деда Мороза 12 фактов преступлений.
Еще одна печальная новость из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Несколько дней назад ушел из жизни известный советский и российский актер, юморист, пародист Константин Капитан. Константину Капитану было 56 лет. Как сообщает пресса, у известного актера резко ухудшилось состояние здоровья после новогодних праздников, что в итоге и стало причиной трагедии. Константин Капитан принимал участие в таких кинофильмах, как «Тайны следствия», «Улица разбитых фонарей», «Литейный дорожный патруль» и многие другие. Сегодня утром в Санкт-Петербурге прошли новые обыски в квартирах известного политического деятеля Валентины Матвиенко. Их проводили сотрудники Следственного комитета и член комитета Никита Михалкова, известный артист Алексей Кравченко. Обыски проводятся уже не в первый раз, и есть существенные подозрения, что Валентина Матвиенко может быть причастна к заказным преступлениям против сотрудников антикоррупционного комитета, а также получения крупных денежных взяток. Помимо этого, начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин и заместитель службы безопасности комитета актер Алексей Кравченко приняли решение арестовать финансовые счета Валентины Матвиенко на территории России и ближнего зарубежья. В Приморском крае, недалеко от поселка Шкотово, в одном из местных театров произошла трагикомическая ситуация. Тигр смог пробраться в помещение местного театра и оказался там прямо во время репетиции спектакля. Все могло закончиться весьма печально, однако охранник и худрук театра повели себя героически. Они смогли спугнуть тигра и избежать трагедии. Большая трагедия произошла в семье известного российского артиста, танцора и мужа певицы Натальи Королевой Сергея Глушко-Тарзана. Вчера вечером трагически погиб старший сын Сергея Глушко от первого брака, бизнесмен Степан Глушко. Степан Глушко был рожден в браке Сергея Глушко и актрисы Елены Переведенцевой, с которой Сергей Глушко состоял в отношениях в начале 90-х годов. По данным прессы, Степан Глушко погиб вместе со своим маленьким сыном. Степан Глушко являлся директором известной строительной компании и по неизвестной пока причине вчера вечером находился на стройке вместе со своим сыном и погиб в результате несчастного случая, предварительно падения с высоты. Точная причина трагедии на данный момент выясняется. Отметим, что старшему сыну Сергея Глушко Степану было 29 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.